Добрый день, здравствуйте всем. Так, ну что, начинаем наш эфир, нашу очередную лекцию. Всем добрый день. Меня зовут пан Роман. Всем привет из Вроцлава, из Польши. Я таролог, практикующий таролог, и в этом курсе лекций я знакомлю вас с картами Таро, как они работают, что они значат, вообще, в принципе, что это такое, с чем их есть и насколько глубокие смыслы в них заложены. Так, ну что ж, давайте музычку чуть потише сделаем, чтобы никому не мешало. Но, чтобы мне было слышно, я привык работать под музыку, под такую фоновую, это помогает. Ну что ж, у нас сегодня последняя, четвертая часть младших арканов, то есть кубки. Да? Так, ну что, подскажите, пожалуйста, как меня видно, слышно? Так, от FPS. Так, окей, ну, я надеюсь, все будет хорошо. Так, добрый вечер, все хорошо. Ну, будем надеяться, что видно, слышно хорошо. Окей, ну что ж. Так, 2600, вроде бы с трансляцией все нормально. Тогда потихонечку будем начинать. Вот, потихонечку будем начинать. Здравствуйте, Сея и пан Роман. Здравствуйте, Лидия, вам. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Ну что ж, потихонечку напомню, что к чему у нас с предыдущими лекциями было. Да? 3 лекции до этого мы с вами разбирали на младшие арканы, цифровые карты младших арканов. Пока я не брал придворные карты, потому как, в принципе, там основной принцип их действия, их смыслового наполнения, он достаточно очевиден и одинаков для каждой из карт любой масти. Да? То есть, в принципе, что жезлы, что мечи, что пентакли, что кубки, они в придворных картах более или менее одинаково раскрываются по своему основному принципу. Это принцип иерархии. Об этом мы с вами поговорим, наверное, в следующей лекции. Сегодня мы с вами разбираем кубки. Так, давайте посмотрим. Вот, собственно, наши младшие арканы. Так, я надеюсь, что вам хорошо видно. Я, по крайней мере, постарался более или менее внятно сделать эту презентацию, чтобы вам было удобно, хорошо видно. Напомним, кратенько пробежимся по жезлам, по пентаклям, по мечам. Итак, жезлы у нас это желание, стихия огня. Это то, что в человеке пробуждается после того, как он понимает, что определенная ситуация его перестала устраивать. Да? То есть от чего у нас появляется желание? Желание любого рода у нас появляется как потребность что-то сделать, чтобы исправить ситуацию в лучшую для себя сторону. То есть вы ощущаете, что ситуация вас перестала устраивать по какому-то параметру, и вы пытаетесь своим желанием изменить эту ситуацию в лучшую для вас сторону. Ну и, соответственно, если рассматривать только жезлы, да, узконаправленное желание, то мы понимаем, что вот у нас было одно желание, у нас появляется второе желание. Есть движение этого желания, есть движение страстей, есть движение, скажем так, энергии из одного потока в другой. То есть, если где-то чего-то больше, а где-то чего-то меньше, то возникает естественное желание переместить часть недостающего, либо избыток некий в ту сторону, в которой есть нехватка. Да? То есть восполнить, скажем так, достичь определенного равновесия, баланса, стабилизации ситуации до той меры, чтобы оно вас устраивало. Две стороны мы с вами увидели, ощутили, два разных желания, ну и, соответственно, между этими двумя желаниями у нас возникает третье, как консенсус этих двух желаний. Да? То есть вот есть желание продавца, есть желание покупателя. Чтобы выработать совместное одно похожее желание, да, чтобы договориться, нужно торговаться, нужно уметь понимать все риски,
все необходимые условия, которые нужно выполнить, чтобы достичь вот этого самого консенсуса. По тройке жезлов мы с вами приходим к такому же более или менее шаткому, но относительно стабильному ощущению, да, вроде как, ну, вроде договорились. Один раз вроде сделали, вроде получилось, да. В четверке мы с вами приходим к ощущению того, что... Так, у меня тут кот бушует. Ничего себе, сейчас он мне тут все бросит. Хорошо. В четверке мы с вами приходим к пониманию того, что вот это самое желание для нас должно становиться уже более или менее постоянным, более или менее стабильным. То есть один раз получилось, давай попробуем второй раз, потом третий, потом четвертый. Так, меня это в принципе устраивает. Эту ситуацию нужно сделать более или менее стабильной. Да? Поэтому мы договариваемся на более длительный процесс. Да? То есть мы с вами помним, что четверка жезлов — это обещание, которое дает, к примеру, молодожен своей молодой жене. Это символ того дома, который он будет строить для того, чтобы семья увеличилась в количестве и прочее, прочее. Да? То есть это, скажем, такая определенная стабильность, которая подразумевает, тем не менее, движение вперед. Да? Вот мы сейчас тут окопаемся, хорошенечко наберемся сил и двинемся вперед. Движение желаний очень важно, так как по социуму, по ощущению того, что вокруг тебя есть много других людей со своими желаниями, ты должен быть не хуже других. Жезлы — это социум, жезлы — это общение разных людей, отстаивание своей позиции. Конкурентная борьба — это двигатель прогресса, вы сами знаете. По шестерке жезлов мы понимаем, что если мы отстояли чистоту своих желаний в споре с другими товарищами, да, то в чем-то мы победили. Если пятерка жезлов — это просто драка ради драки, это спорт ради самого процесса, не важна победа, важно участие, да, вот на этапе шестерки человек уже начинает понимать, что не только само участие важно, важна все-таки и победа. Важно и нужно добиваться успеха в чем-то и демонстрировать свой успех другим людям. И если ты политик, ты должен объяснять людям, что твое желание самое лучшее, самое правильное, и они должны следовать за тобой. Это вот тот самый Ленин на броневике, который сам вроде маленький, худенький, да, но всю вот эту вот толпу революционно настроенных солдат и матросов он повел брать зимний. Сам бы он это не смог. Но вот политики это умеют. Семерка жезлов — это отстаивание своей точки зрения уже более стабильно, да. Если в пятерке мы видели попытку взаимодействовать, просто нравился сам процесс, то здесь мы уже отстаиваем свою точку зрения от нападок, да. То есть мы не хотим ее менять. Это определенное, скажем так, определенное постоянство своих собственных желаний, упрямство, упорство, если по-хорошему, умение отбить нападки, сохранить за собой свои желания. По восьмерке этих самых, по восьмерке жезлов, так, по восьмерке жезлов мы ощущаем, видим сменяемость этих позиций. Мы понимаем, что нам нужно успевать делать то, что мы делаем. Мы понимаем, что нам нужно следить за ситуацией. Да? А, Конъюнктура требует постоянного внимания. Жезлы, летящие в воздухе, это умение быстро приспособиться к меняющейся ситуации, так как огонь — это стихия подвижная. Долгое пребывание в неподвижности, в упрямстве в этом будет влиять скорее негативно. Девятка. Девятка — это понимание того, что нужно рано или поздно прекращать это действие, иначе оно тебя вымотает полностью, да. Невозможно работать без перерыва. Невозможно делать что-то на постоянной основе, не давая себе отдыха, продыху, да. Вот девятка — это умение вовремя остановиться на границе своих возможностей. Вот, так что, в общем и целом, должен сказать, что девяточка — это ощущение того, что девятка — это ощущение того, что граница близка,
что вот-вот скоро мы достигнем предела наших возможностей, и с переходом в десятку мы понимаем, что вот он предел наших возможностей. Теперь мы можем не беспокоиться по поводу того, что мы свалимся с пропасти, что мы где-то перегорим, перестараемся. Мы знаем свою полную силу, и мы действуем в эту самую полную силу. Вот такие дела пироги. Это, напомню, жезлы. По пентаклям все примерно так же, да, то есть мы с вами ощущаем потребность некого физического воздействия на этот мир, мы ощущаем воздействие материальной стороны жизни на себя, мы понимаем, что мы ощущаем двойственность по двойке, видим, что изменения нужны, хотя для Земли изменения это ощущение не очень правильное, так как Земля одна из самая стабильная стихия по сути, да, но тем не менее, если мы видим возможности, если мы видим другую сторону, да, если мы видим, что вот есть одна форма, но есть другая получше, почему бы нам не подстроиться, не улучшить свою форму, если вы можете это сделать? Окей, дальше. Собственно, по тройке мы понимаем, что вот это вот взаимодействие разных форм, разных точек зрения помогает продвинуть свое производство чего-либо, да, что вы там производите, что вы делаете, как вы развиваетесь с помощью других людей. Люди видят разные уровни ситуации, и при грамотном взаимодействии в коллективе есть возможность улучшить свое положение из такого вот шаткого по двоечке, как на велосипеде едете, да, нужно все время меняться, нужно все время успевать, нужно все время приспосабливаться за этим меняющимся миром. Для Земли это сложное положение, поэтому чем более стабильной становится Земля, тем больше спокойствия обретает человек стихии Земли. Да? По тройке это более или менее опора на более опытных старших товарищей. По четверке ты понимаешь, что можно обрести некую стабильность в том, что ты приобрел уже. Да? Вот есть у тебя некий накопленный опыт рабочий, вот на него уже можно более или менее смело опираться. Ты знаешь, как заработать деньги, ты уже не умрешь с голоду в случае чего, у тебя всегда есть свой вот этот способ, как и что ты можешь делать. И расставаться с ним ты, конечно, не хочешь. Однако истинно богатым, как по опыту, так и финансово, в принципе, становится человек, который понимает, что материя и земля — это то, что должно хоть как-то двигаться, должно приносить некую пользу. Оно не может лежать бесцельно, как деньги в кубышке, да, а они со временем обесцениваются. И истинно мудрый человек, он понимает, что нужно с землей нужно что-то делать, чтобы из нее был толк. Нужно движение, нужно изменение. Деньги нужно вкладывать, хотя само ощущение того, что ты расстаешься с частью своих денег, что они пришли в движение, да, вот из этой стабильности, возникает ощущение опасности, как бы не обеднеть, как бы не отдать эти деньги больше, чем ты можешь, как бы не стать нищим. Пятерка как стихия движения, как ощущение движения, да, вот в жезлах мы видим движение разных желаний, да, сравнение с другими людьми, у кого длиннее больше желания это, да, у кого страсть ярче. По пятерке мы видим возможности, кто больше может выкинуть денег, да, чтобы чувствовать себя более спокойным. Если человек не просто выкидывает деньги, так он может стать и в самом деле нищим, да, эти опасности, они не придуманы, они есть в самом деле. Человек, грамотно отдавший деньги, то есть вложивший эти деньги в рост, он понимает, что как бы сколько бы ни было этих денег, все равно у тебя их может быть больше, чем тебе нужно. Шестерка — это понимание того, что вот у тебя есть 5, да, и 6. Это то, что ты в одной руке удержать уже не можешь. За то, что ты, в принципе, можешь отдать другому человеку просто потому, что можешь, просто потому, что тебе это, в принципе, незачем. У тебя и так хватает. Шестерка — это взаимодействие с другими людьми с более высоких позиций. Твое желание более сильное, чем желание других людей. Ты можешь их вести за собой. Твои финансы больше, чем у других людей. Ты можешь им делиться. Это приводит к ощущению того, что, в принципе,
материя — это такое свойство, которое имеет... Материя — это такая стихия, которая имеет своим свойством, основным из своих свойств — это приумножение, накапливание. Да? Сколько бы ты ни делился, если ты грамотный, разумный человек, у тебя всегда будут деньги, ты всегда будешь знать, что все это не зря, нужно просто немножко подождать, и твои грамотно вложенные деньги принесут тебе доход. Всю работу ты проделал уже до этого, теперь можно спокойно ждать, когда это принесет доход. Но просто спокойно ждать скучно, поэтому человек уходит в восьмерку, в ощущение относительно стабильной работы. То есть человек более или менее начинает ловить ритм. Да? По восьмерке важно чувствовать ритм, с этим мы столкнулись уже в жезлах, в умении быстро реагировать на изменения этого самого ритма. По земле вот это умение вклиниться в этот рабочий ритм, умение настроить себя на правильную работу позволяет человеку получать практически физическое удовольствие от того, что он делает. Однако важно помнить, что девятка, умение вовремя остановиться перед самым краем пропасти, да, чтобы не переработаться, нужно уметь грамотно отдыхать. Вовремя, правильно, без вреда для здоровья, скорее с пользой, так как человек прагматичный, он понимает, что все время работать нельзя. Нужно еще и грамотно, правильно отдыхать, чтобы набраться сил, и потом со свежими силами опять на работу, да. Вот это все. По десятке человек находит полноту физических ощущений, полноту финансовых своих накоплений именно в той мере, в которой ему этого нужно. Это достаток. Это не ощущение богатства, это ощущение достатка. Более подробно об этом я говорил в предыдущих лекциях, так что желающие могут перемотать. Ну и вспомним быстренько, пробежимся по мечам. Меч — это воздействие. Воздух, информация, сила — это то, к чему человек приходит в понимании того, что как бы с собой-то он может сделать что угодно, да. Самые простые проблемы — это проблемы с собой, потому что себя ты изменить при определенном желании, само собой, себя ты изменить можешь всегда. А вот другого человека тут нужно поработать, постараться. Для этого нужно быть человеком не глупым в первую очередь. Разум, логика, что такое меч, что такое нож — это разделение чего-то на составляющие части, погружение внутрь с целью понять, как оно работает. Логический уход в истинную суть вещей. Это философия, это наука, это воздействие на других людей как с помощью грубой физической силы, так и с помощью грамотного слова. Помните эту фразу, да, что доброе слово — это, конечно, хорошо, но еще лучше доброе слово работает с заряженным револьвером, да, то есть ощущение воздействия на другого человека, либо на вас, оно может быть как информационным, что в нашем мире особенно актуально, так и силовым непосредственно, что было очень распространено в средние века. Двоечка мечей — это понимание того, что если у тебя есть мысль, она допускает вторую мысль. То есть мысль без движения умирает. Поэтому ты понимаешь, что одну мысль цепляет за другую. Таким образом развивать логическую цепочку рассуждений. Само собой, что тебе дает определенное подозрение в том, что происходит. Движение вперед важно сочетать с ощущением того, что есть некие подводные камни, что нужно думать наперед. Нужно не просто лезть на пролом грубой физической силой, но и учитывать обстоятельства, учитывать вот эту двоечку мечей. Как подводные камни, как ощущение недоверия. Вот эта вот поза закрытая свидетельствует о том, что человек в первую очередь должен опасаться вот того, что он сам может сделать. От тройки мечей мы с вами чувствуем грусть, печаль, да, и определенную тревогу из-за своих же собственных действий, да, из-за своих действий, из-за действий другого человека. Конечно, тройка в первую очередь это эмоциональное ощущение, да, это те сказанные слова, та информация, которая приносит нам чуть ли не в прямом смысле слова физическую сердечную боль. Да. Уже более подробно я останавливаться не буду. По четверке мечей человек приходит к выводу, что душевные терзания, они не приносят никакого логичного результата, если ты
не сможешь их тщательно осмыслить. Поэтому свои сомнения человек должен подвергнуть тщательному анализу, находясь в одиночестве. Сесть и подумать, что вообще со мной происходит, что и как, что, почему, зачем. Еще раз, еще раз, еще раз. По четверке мечей напомню. Четверка — это стабильность, это ощущение того, что лучше оставить все так, как есть, ничего не делать, пока подумать. Да? Но если человек пришел к выводу, к определенному, в таком случае он может начать действовать. И если он уверен в своих собственных силах, да, он может одержать определенную победу, одержать верх над другими людьми, доказать в первую очередь самому себе, что мое кунг-фу сильнее твоего, да, что ты, конечно, прав, но я более правый, да, то есть, что я могу тебя убедить, либо просто-напросто заставить. Человек ощущает определенное превосходство над другими людьми, однако, если это человек разумный, он логично приходит к выводу, что, опять же, человек животное социальное, он живет в социуме, поэтому самое важное, одно из самых важных ощущений — это взаимодействие с другими людьми, а по шестеркам мы с вами помним, это определенного рода самоотдача. Это умение показать другим людям свое желание, это умение поделиться с другими людьми приобретенным опытом, да, либо финансами. Это умение просто напрямую помочь другому человеку так, как ты можешь. Еще раз, мечи — это воздействие, как информационное, так и силовое. Тут человек просто-напросто помогает другим людям, слабым, обездоленным, перебраться в более лучший мир. Да? Семерка мечей — это мы с вами помним много, множество. 7 мечей — это как это много хитроумие, да, когда человек много интенсивно думает и придумывает сложно составленные конструкции, которые позволяют ему нерешаемые в лоб проблемы обойти, решить грамотно, скомбинировав что-то как-то придумать, да. Если вы помните, в предыдущей лекции я приводил в пример вам 10 или сколько там, 11 друзей Оушена, да, это вот фильм, где вроде бы воры, да, жулики такие, но они составили такую очень сложную комбинацию, которая привела их к успеху. Но там важно все было грамотно сделать. Такой вот хитроумный план, хитроумие. Это не минус, это скорее умение человека не тупо просто решать проблемы, а шевелить мозгами, комбинировать мысли. Много мыслей, много идей порождает очередные идеи. Однако, чтобы не запутаться в этих идеях, человек должен действовать аккуратно, осторожно. То есть мы с вами помним, что восьмерка — это определенное ощущение ритма, да? Если по восьмерке жезлов это сменяемость желаний, человек не может долго держать одно желание, если он нормальный человек, да, желания постепенно меняются, и нужно успевать следить за изменением этих желаний, как своих собственных, так и социума. 8 пентаклей — это определенный рабочий ритм, определенный ритм накапливания чего-то, да, и 8 мечей — это определенный ритм воздействия. Это нужно попасть в ритм, чтобы удачно, грамотно что-то сделать. Действие осторожное, аккуратное, продуманное, более или менее стабильное. Если по четверке мечей мы много думали, да, но свои собственные мысли вводили, да, то по восьмерке мечей мы понимаем, что мы работаем с чужими мыслями, с чужими идеями, и с чужими мыслями и идеями нужно быть особенно предельно аккуратно, осторожным. Девятка мечей — это, как и в предыдущих картах, в предыдущих стихиях, определенное затормаживание этого вот разогнавшегося локомотива, это понимание того, что финал близок, развязка близка, и нужно перестать что-то делать. Перестать думать, оно, конечно, может быть правильным, но если человек совсем перестает думать, его начинают посещать снова и снова сомнения, страх. И, в принципе, это и является основным лейтмотивом девяток. Всех девяток, да, ощущение скорого, близкого конца, решение своих проблем. Так как Уэйд считал, что масть мечей, она такая самая сложная для тех, кто работает с картами, то традиционно эти две карты считаются самыми
нехорошими в номерном ряду, однако скорее это то, на чем стоит сосредоточиться и быть предельно внимательным. Не стоит прислушиваться только к своим собственным страхам, скорее к опасениям. Девятка мечей — это не страхи, это опасения. Они могут быть здравыми. По десятке мечей мы с вами понимаем, что рано или поздно, но финал приходит, и раз уж взялся что-то делать, делай это до конца. Доводи свои действия до логичного конца, иначе проблема вернется и снова будет тебе мешать. Вот. То есть, собственно, вот 3 этих ряда, и мы начинаем сегодня кубки. Я почему так много внимания уделяю вступлению, очень важно найти вот тот самый ритм, поймать тот самый ритм, который есть в картах Таро, и влиться в него, чтобы прочувствовать самую сложную масть. Мне она видится самой сложной, так как ее сложнее всего объяснить словами. А именно этим мы с вами и занимаемся. Вот эти карты, этот ряд карт нужно просто-напросто чувствовать. Тут важно не перепутать термины. Дело в том, что в русском языке чувствовать, ощущать — это что-то похожее, да? Чувство, ощущение, эмоции очень часто людьми воспринимаются как что-то похожее, как что-то однородное. Хотя мы с вами видим, что во всем внутреннем есть разделение на эти 4 стихии. И вот кубки — это в первую очередь не логика, как мечи. Это не физические ощущения, как пентакли. И это не страстные желания, как жезлы, как огонь, да? Это вода, это в прямом смысле слова эмоции, это в прямом смысле слова ощущение человеком определенной ситуации, некий итог. Человек просто воспринимает информацию о собой как, ну, скажем так, как живым и действующим органом, да? Что такое кубки? Кубки — это любовь, это эмоция, это чувства, которые приводят все остальные стихии в движение. Почему именно кубки? От чего Уэйд взял, ну, не Уэйд, да, а чего традиционно считается, что кубки — это что-то такое, связанное с эмоциями. Ну, во-первых, если мы берем самые простые аналогии, то, само собой, это алкоголь, да? Из кубков пили, мало того, что это вода по своей стихии, так еще и алкоголь. Речь идет об алкоголе как как об одном из основных движущих факторов развития эмоциональности человека. Алкоголь, как мы все с вами знаем, это усилитель эмоций. Это не решение проблем, да? Если вам хорошо, если вы пришли на свадьбу к родственнику, к другу, к подруге, да, если вы выпили, вам становится еще веселее, так как здесь царит веселье. Если вы грустны, если вы на поминках, если вы выпили рюмку, вы чувствуете освобождение этих эмоций, вы чувствуете усиление этой печали, да? То есть алкоголь, в принципе, это определенный усилитель эмоций. Это определенный усилитель того, что человек может чувствовать напрямую, без воздействия разума, без воздействия этих 5 чувств. Это вот то самое шестое чувство, да, которое нельзя ухватить, оформить, как-то выразить. Это то, что мы чувствуем при прослушивании музыки. Это то, что мы ощущаем при разглядывании произведений искусств. Это тот религиозный экстаз, который мы испытываем, когда на нас снисходит благодать, так скажем, да? Это то, что нельзя объяснить словами. Это то, что нужно пережить внутренне. Вот это та самая вода, те самые эмоции. А что за кубок такой, да? Вот он кубок, и какой-то голубь тут несет какую-то круглую ерунду. Что за круглая ерунда? И причем тут религия? Это очень просто. То есть один в один, да, практически один в один с тем, что вы видите на карте. Обладка и вино, да. Всем знакомый христианский символ. Хлеба и вино и хлеб, да. Кровь Христова и тело Христова. Почему? Вообще, что за символ такой, да? Давайте чуть-чуть глубже копнем, но так, чтобы просто вы ощутили, поняли, откуда все это берется.
Важно помнить, что были у древних греков, а наша культура европейская — это в первую очередь наследие античности, с добавлением примесей других религий, да, других культур. Но в общем и целом в основе своей это, само собой, античная культура. Элевсинские мистерии, обряды инициации в культах богинь плодородия Диметры и Персефоны. Я вам рассказывал в лекциях по старшим арканам, кто это такие. Вот эти обряды проводились ежегодно в Элевсине, это около Афин, в Древней Греции. Из всех древнегреческих обрядов они считались наиболее важными. Кстати, вероучения, обряды, культовые действия держались в тайне от непосвященных, а инициация, как полагали, объединяла человека с Богом, да, то есть давала непосредственно человеку возможность прикоснуться к этой высшей силе, да, непосредственно ее ощутить внутри себя, единение с этим Богом. Собственно, сама стихия воды — это слияние, да, объединение чего-то. Вода умеет растворять в себе все, что угодно, и делать такие вот объединенные растворы, так скажем, да, смешивает все в одно, слияние. Культурный котел, слышали, да? Так вот, вплоть до бессмертия человек понимал, что он равен Богу в какой-то своей малой части, и понимал, что бояться не стоит, что нужно весь мир любить, так как ты просто часть чего-то более высшего, и рано или поздно ты к этому вернешься. Главное делать так, как тебе, так, как ты понимаешь правильно. Это ощущение того, что ты тоже, как человек, как частичка Бога, обладаешь божественной властью и в потустороннем мире тоже. Да? Причем тут вино и хлеба, плоть и кровь. Кикион. Вот они, иерофанты, те же самые иерофанты, да, можно вернуться к лекциям по старшим арканам. Иерофанты варили специальные напитки, предположительно из ячменя и мяты, и эти напитки они пили на мистериях перед началом ритуала посвящения. Самое интересное, что в состав кикиона входили психотропные вещества, споринья и псилоцибин, благодаря которым посвящавшиеся достигали состояния измененного сознания. Грубо говоря, это усилители тех самых эмоций, но более мощные, чем вино, более мощные, чем алкоголь. Изначально началось все с этого. Есть большая теория, очень слабо рассматриваемая, так как наука не очень любит находить хорошие положительные стороны вот в этих веществах, да, но сейчас все больше и больше таких исследований. Оговорюсь, должен заметить, что наркотики — это плохо. Не принимайте наркотики, это плохо. Важно. YouTube, привет. Собственно, испаренья и псилоцибин позволяют человеку напрямую ощутить всю структуру мира. Познать божественное как бы изнутри себя через физику тела. Да? Есть хороший фильм, который я бы всем советовал посмотреть, называется «Блуберри». Опять же, на первом, либо на второй лекции я всем советовал этот фильм. Очень хороший фильм про шаманов, про американских шаманов, так скажем. Вот там очень все это ярко, красочно описано. Само собой, это как его забыл, Дон Хуан и Карлита, да, знаете о чем. В общем, смысл в том, что непосредственно ощущение божественности человек достигал при употреблении определенных веществ, да, и на этих мистериях человек познавал суть Бога. Он переходил от веры непосредственно к ощущению непосредственного воздействия на вот это божественное, да, то есть это как бы своими глазами увидеть, да, только внутренними, вот это раскрытие третьего глаза и прочее, прочее. Само собой, это и Дионис, Бахус, младший из богов древнегреческих, бог растительности, виноградарства, да, то есть, опять же, вино, виноделия, производительных сил природы, да, вот растущего чего-то, вдохновения и религиозного экстаза в том числе. Также театр. Театр — это умение стать другим человеком внутренне, да, слышали про систему?
Станиславского. Вот это по своей сути очень водная система Станиславского, да, ощутить себя другим человеком. И поэтому играть можно очень хорошо. Вкратце это так. Ну и само собой веру стали отождествлять с употреблением специальных веществ. Кстати, почему обладка именно, да? На элевсинских мистериях, кроме вот этого специального хитрого напитка, да, кушали еще и специальные печеньки. О, как у нас тут здорово. Опять соседи опять врубили перфоратор очень вовремя. Ну ладно. А, Собственно, вот те самые печеньки, да, которыми лучше не злоупотреблять, лучше их вовремя правильно кушать, так как знающие люди советуют. То есть все вот эти ритуалы, если вы слышали айауаска, да, ритуал южноамериканских шаманов, специальное питье из лозы определенной хитрой, да, это вот все из той оперы. Но все эти процедуры должны производиться под присмотром грамотного, правильного человека, который знает, где не перемчать, да, где не перебрать больше, чем ты можешь выдержать, чтобы не сойти с ума, так как Бахус считался еще и божеством сводящих людей с ума. Все мы знаем, что есть такая опасная штука, как белая горячка, да? У наркотиков, у псилоцибина, у спорыньи, у всех, скажем так, веществ, которые меняют наше сознание, да, у них у всех есть очень тяжелые эффекты, которые лучше не ощущать на себе, чтобы не было плохо совсем. Поэтому везде важна последовательность, везде важно определенный, скажем так, баланс. Поэтому не употребляйте, пожалуйста, наркотики. Вот, лучше слушайтесь врачей. Тем не менее, параллели мы с вами улавливаем, видим, да, вот те самые печеньки и тот самый напиток в ритуальном виде до сих пор. Сами священники говорят, что это не несет никакого физического воздействия на человека, что это скорее символика, да, но символика ритуальная, она идет из прошлых лет, она все еще вот тянет за собой определенную логику, да. Никто не стал бы пить и есть эти специальные вещества, если бы из этого не было толку. Есть фильм «Ной», да, один из свежих фильмов, сколько года ему, 3-4, может быть, этому фильму, с Расселом Кроу в главной роли. Вот там есть очень хороший момент, когда Ной, уже высадившись на берег после потопа, да, уже семья там более или менее как-то обустроилась, да, вот он пытается снова выйти на связь с Богом, да, но никак не может. Он перестал слышать Бога. И он удаляется в уединенную пещеру, где предается распитию вина самодельного в попытках вот поймать то ощущение, в попытках хоть на физическом уровне как-то ощутить ту благодать, которой он стал лишен после того, как, ну, собственно, он выполнил свою функцию, да, он сделал то, что он должен был сделать, и перестал ощущать напрямую, непосредственно, самостоятельно эту связь с Богом. И пытался найти это в вине. Вино не очень хороший способ для того, чтобы как бы вот находить связь. Да? Это усилитель эмоций, но специфический. Вот такие дела пироги. Поэтому умение непосредственно ощутить взаимосвязь с Богом, умение ощутить это на эмоциональном уровне, просто потому что так оно и есть, поверить себе. Поэтому это религия, это эмоции, это любовь, как понимание того, что все в этом мире есть единое, да, и мы являемся просто составляющей частью чего-то большего. На ощущение, непосредственное ощущение этой мысли, да,
дает человеку определенное примирение, дает человеку умение любить других людей внутренней, истинной, правильной любовью, скажем так. Само собой, что вот это четверть человека, да, человек, грубо говоря, на четверть он состоит из умения любить. Умение общаться с другим человеком на этом уровне, на эмоциональном уровне, называется эмпатия. Да? Умение воспринять эмоции другого человека как свои собственные. Художники, музыканты, они творят свои произведения в попытке передать свои эмоции не на словах, а каким-то визуальным либо слуховым образом, да. Если вы слышите печальную музыку, вы начинаете испытывать печальные эмоции. Потому что музыкант вам передал эти свои эмоции посредством музыки. Не посредством слов, не посредством идей, а посредством вот непосредственного ощущения этого, да. Ну, вы чувствуете, что это очень сложно объяснить словами, это очень сложно уловить мыслью. Это можно просто ощутить. Вот когда человек начинает другого человека на эмпатическом уровне улавливать примерно вот созвучие этих душевных струн, мы с вами начинаем ощущать двойку кубков. Двойка кубков — это совпадение эмоциональных волн, это ощущение того, что ты с человеком испытываешь одни и те же эмоции. Тебе смешно, и ему смешно. Тебе печально, и ему печально. А молодые люди влюбляются друг в друга, ощущая похожесть друг на друга, находя созвучие в душе другого человека после того, как начинают с ним общаться, да? То есть вот это умение прочувствовать эмоции другого человека, как свои собственные, подстроиться под этот эмоциональный уровень, как, как в мыслях умение увидеть другую мысль, да, отличную от твоей мысли, как умение увидеть другую форму, отличную от той, к которой ты уже привык и которая у тебя раньше была, да, второй вариант, другую форму, другую землю, умение увидеть другое желание, да, вот эта двойственность, она есть во всех двоечках, как ни странно, да, в двойке кубков это умение прочувствовать чужую эмоцию. Это та первая яркая влюбленность, которая происходит между двумя людьми и которая наиболее естественно и целенаправленно ведет свои глубинные изменения в самом человеке. Кубки, сдвинутые вместе кубки, да, что это такое? Сдвинутые вместе кубки — это определенная символика античности, которую в средневековье переняли как символ доверия, как символ одних и тех же эмоций. Мы с тобой единое целое, поэтому нам можно доверять друг другу. Вот. Это символ того, что в твоем кубке и в моем кубке нет яда. Средневековые рыцари сдвигали, чокались этими кубками, чтобы часть вина перелилась из бокала в бокал, и таким образом все люди были уверены в том, что у них примерно одно и то же вино, что если у кого-то есть яд, то отравятся все, да, то есть, ну, яда быть не могло в таком случае, так как любой разумный человек понимал, что он тогда тоже вот выпьет этого яда. Поэтому это как бы символ доверия, да, то есть, ну, вынужденного доверия, да, то есть, если ты вместе с другими людьми по античному обычаю сдвигаешь кубки, ты как бы сливаешься с другим человеком, ты принимаешь на себя, разделяешь все опасности вот этого времяпровождения, так скажем. Таким образом, сдвинутые кубки, два сдвинутых кубка — это символ взаимного доверия. Вот. Опять же, что такое выпить на бурдершафт? Да? Это определенная, скажем так, символика взаимного доверия. Ты мне так нравишься, что давай мы с тобой даже на бурдершафт выпьем, да, то есть, ну, вот что-то такое. Я думаю, что вы поняли, в русской культуре употребления спиртных напитков эта символика, в принципе, всем узнаваема. Доверие. Доверие к чувствам другого человека. Да? Если по двойке мечей мы чувствовали недоверие, да,
определенную закрытость от мыслей другого человека, то тут мы чувствуем, наоборот, взаимное доверие. Но не к мыслям, не к идеям, не к желаниям, а просто к эмоциям. Вот человек нам просто нравится, потому что у нас с ним есть общность эмоций. Вот такие дела впереди. Добрый вечер всем вам. Здравствуйте еще раз всем. Так, если есть у кого-то вопросы, в принципе, можно в чатик вопросы бросать. И если они будут в тему более или менее, я буду сразу же на них как-то и отвечать, уточнять как-то более или менее то, что я рассказываю, то, что вам не совсем понятно. Вот, хорошо. Ну и само собой, за лайки буду благодарен. Если кому-то нравится то, о чем речь идет, ставьте лайки, не стесняйтесь, это будет, в принципе, для меня полезно. Так, хорошо, двигаемся дальше. Любовь любовью, влюбленность влюбленностью. Тут важно не путать любовь и влюбленность. Двойка кубков — это именно влюбленность. Это разделение эмоций человека, то, которое нам нравится. Вот. Потому как человек хочет приобщиться к тому, что ему нравится. Воспринимать минусы другого человека он пока не готов. Для этого нужно понять, что эмоции могут прийти в движение. Ну а если тебе что-то нравится, если пока ты чувствуешь вот это экстаз и первая влюбленность, опять же, лев тут присутствует как символ сознательного стремления к развитию ситуации. Ты начинаешь понимать, что вот эта влюбленность это хорошо. Но, опять же, первитые змеи это символ разума еще, да, разумного вхождения в это эмоциональное состояние. То есть, если ты разделяешь с другим человеком его эмоции, делай это по-умному. Не глупи, так скажем. Тройка кубков — это радость, непосредственная радость от взаимодействия с другим человеком. То есть вот у тебя по двойкам есть просто твои положительные эмоции, есть положительные эмоции другого человека. Тебе приятно, что другому человеку приятно, да? Ну и другому человеку приятно, что тебе. То есть у вас такая взаимная симпатия. По тройке это зарождение нового чувства, новой радости. То есть если тебе хорошо, другому человеку хорошо, вам становится вдвоем вместе, как бы ваши эмоции сливаются в одно, и вам становится еще лучше, еще веселее. Радость, праздник, ощущение того, что в принципе все хорошо, можно радоваться и веселиться. Что это за три девушки, которые танцуют? Ну, я думаю, что тоже символ достаточно узнаваемый. Это хариты, да, или три грации. В древнегреческой мифологии три богини веселья и радости жизни. То есть, по сути, тройка кубков — это просто-напросто ощущение того, что взаимодействие с другим человеком на эмоциональном уровне может принести тебе радость. Вот. Они олицетворяли собой изящество и привлекательность. То есть вот те искусства, которые дают радость, человеком воспринимаются однозначно как положительные. То есть все положительные эмоции тебе нравятся, это нормально, то есть они тебе просто нравятся. Не потому, что ты логично что-то понимаешь, не потому, что это приносит тебе пользу по земле, да, не потому, что это будет в тебе некие желания по огню, а потому что по воде ты просто чувствуешь причастность к этому, ты просто радуешься. Человек заходит на свадьбу, тоже начинает радоваться, да, если у него нет причин печалиться, само собой. То есть это умение войти в коллектив, это взаимодействие с другими людьми. Мы с вами помним, что тройка — это всегда взаимодействие с другим человеком, с неким итогом, с результатом. Это умение радоваться жизни непосредственно в тот момент, в который ты можешь это делать. Тройка кубков — это, скажем так, умение прочувствовать радость жизни тогда, когда это возможно, тогда, когда это позволительно. То есть это либо праздник середины лета, да, там, где вроде бы и урожай уже есть, но можно еще не думать о том, что скоро осень, скоро там зима, печаль. То есть это умение радоваться тогда, когда есть возможность радоваться. Негативное значение этой карты, само собой, опять же, умеренность. Все, что имеется в виду под кубками, всегда подразумевается умеренность. Да? Всегда важно помнить, что чересчур много эмоций — это тоже плохо. Вообще все, о чем мы
мы говорим, должно быть более или менее сбалансировано, особенно чувство эмоций. Так как они с трудом улавливаются на очевидном физическом уровне. Нельзя сказать, ну, вернее, можно сказать по Земле, вот 1 килограмм это лучше, чем 2, да, либо 2 лучше, чем 1. А вот по эмоциям, уровень эмоций у каждого человека разный. Поэтому человек должен особенно аккуратно, осторожно относиться к уровню своих собственных эмоций. Вот. Но тем не менее, тройка, опять же, троечка — это легкое и непосредственное ощущение происходящего. Это умение радоваться жизни в тот момент, когда есть, без особых мыслей о том, что там будет завтра. У тебя есть задача, которую тебе надо сделать сегодня, да, по, допустим, пентаклям, да, ты понимаешь, что у тебя на сегодня есть кусок работы, что там будет завтра, будет думать бригадир, да, начальник пусть думает главный. Вот, ты должен просто делать то, что у тебя сейчас есть в наличии. Если печаль, если мысли, то ты должен принять стоически те сложности, которые у тебя есть сейчас, с пониманием того, что завтра будет день, будет лучше, утро вечера мудренее. По тройке кубков важно понимать, что все это есть приходящее, все это есть временно, и важно не выдавать слишком много времени на эмоции. То есть на свадьбе хорошо погулять, и можно радоваться без мысли о том, что там завтра будет. От того, что на завтра после свадьбы происходит суббота, либо воскресенье, потому что обычно свадьбы и играются в конце недели, да. Люди просто предаются веселью, не думая о том, что там завтра. Негатив тоже может быть, если человек вообще не будет думать о том, что он делает, да, просто предаваться веселью, безудержному плотскому веселью, вот это тоже могут быть минус. Поэтому по четверке кубков человек понимает, что хорошие эмоции это, конечно, хорошо, но оставить себе, сохранить для себя лично нужно только хорошие эмоции, то, что ему нравится. О плохих эмоциях речь пока не идет. Есть желание повторить одни и те же эмоции снова и снова, чтобы они приносили тебе опять ту же самую легко узнаваемую хорошую радость. Это привычка испытывать что-то приятное, хорошее. Да, нравится тебе малиновое варенье, хочется его кушать почаще, потому как оно тебе нравится. Ну, ты же помнишь, как вот в детстве бабушка делала очень вкусное варенье малиновое. Хочется как бы вот поймать этот момент. Остановись, мгновение, ты прекрасно. Четверка — это определенная стабильность. Мы с вами помним, да? Четверка мечей — это прокрутка мыслей по кругу, еще раз, еще раз, еще раз подумать. Это не действие, которое мы видим в пятерке, это переосмысливание ситуации в попытке найти правильный, единственно правильный выход. Золотой меч, он только один, да? Остальные 3 могут оставаться на стене. Это попытка оставить в неподвижности свои ресурсы, мало ли, чтобы не случилось ничего, да. Лучше пусть вот у меня в загашнике полежат, целее будут. Ну и жезлы — это понимание того, что вот какое-то хорошее, правильное желание, да, к нему нужно прислушиваться почаще, оно тебя приведет к чему-то хорошему, да, поэтому ты даешь себе обещание почаще испытывать вот эти самые правильные желания, думать о хорошем. Думай о хорошем, я могу исполнить, да. Так вот тут ощущение стабильных эмоций. Человек понимает, что эмоции нуждаются в стабильности. Эмоции нуждаются в определенном успокоении, чтобы не перебрать, да. То есть радоваться оно, конечно, нужно, но нужно уметь и остановиться вовремя. Четверка, напомню, стабильность. Ясно, да? Ну, я не мог пройти мимо этого образа от того, что это настолько очевидно. По четверке этих самых кубков. Это настолько яркий и узнаваемый образ. Человек, скрестивший руки, ноги, сидящий под деревом. Очень и рекомендую всем для полноты восприятия именно этой карты посмотреть шикарный фильм. Не помню режиссера, но, по крайней мере, помню основного актера Киану Ривз. «Маленький Будда». Фильм называется «Маленький Будда». Очень рекомендую к просмотру. Помогает очень здорово. Да и в конце концов очень хорошее кино.
Вечер пройдет с пользой, если вы не видели этот фильм, очень советую. Вопросики. А в перевернутом виде туз чаш и двойка кубков что может значить? Давайте так, по практическим значениям, да, карты могут значить очень большой набор самых разных значений, как в прямом, так и в перевернутом значении. Поэтому по каждой карте я буду еще отдельно разбирать, делать отдельные лекции по каждой карте. Да, и там я буду разбирать все те значения, которые, ну вот у меня, к примеру, работают. И прямые, и перевернутые. То есть эмоции это и в прямом, и в перевернутом смысле, да, и в прямом, и в положительном, и в отрицательном смысле это эмоции. Туз кубков, его как ни крути, это, в принципе, в общем и целом эмоциональность, так скажем, да. Вот. Хороша она либо плоха, зависит от ситуации. Либо если вы работаете с перевернутыми значениями карт Таро, да, перевернутый туз кубков, значит, что человек, как бы повышенная эмоциональность человека в данной ситуации играет негативную роль, да. То есть там, где нужно просто спокойно, сосредоточенно, без лишних эмоций что-то делать, излишняя способность человека эмоционально откликаться на ситуацию играет ему скорее, ну, скорее против него играет, да, вот негатив по тузу кубков. Вот. Тройка кубков в негативе может быть любовным треугольником или, например, зависимостью от алкоголя. Да, может быть, вполне. А почему нет? Может быть. Если в таком, в непосредственном смысле, раз 3 кубка, значит 3 человека, 3 эмоции, ну, это тоже вполне рабочий вариант, тоже вполне можно и ими так работать, если вам нравится именно так работать картами. Вопросов нет. Хорошо. Собственно, по поводу Будды. Давайте вернемся, так как четверка кубков по уэйту это само собой Будда. Дело в том, что в то время, это 1910 год, был очень активный, очень повышенный интерес к восточным религиям. Да? Только-только Запад начал разбираться в том, что на Востоке оказывается столько всего крутого и интересного и навороченного, да, в плане непосредственного ощущения божественности, так скажем, что все кинулись изучать вот Восток. Те же самые Рерихи, да, ну вот это вот все, Блаватская, масонские организации Европы, все прям с ума сходили по Египту в 19, в 18, в 19 веке, как Наполеон туда пришел и начал все вывозить, да, вот все эти богатства и показывать их в Париже, в Европе. Это вот был первый всплеск интереса к античной культуре, кроме как греческой и древнеримской, да. Поэтому оттуда полезли все идеи о том, что вообще Гермес Трисмегист, он из Египта сам, и все вот это, весь оккультизм, он только из Египта, чуть позже, что это от шумеров, да. А в 1910 год было модно считать, что вот все с Востока к нам пришло. Поэтому вот было принято очень много восточных символов совать где не попадя. Но тут надо сказать очень в тему, так как умение успокоить свои собственные эмоции, это, в принципе, один из столпов учения буддизма. Да? То есть Будда, в принципе, Сиддхартха, наш Гаутама, что он там делал под этим деревом-то? Он сидел и успокаивался до полумертвого состояния, да, пока он не перестал волноваться по какому-то поводу, он не обрел просветление, да, не постиг вот внутреннюю сущность всех происходящих событий. Что за мужик вот такой из лужи там вылазит перед Буддой? Это Мара, нехороший бог, ну, считается, что нехороший, хотя, в принципе, там нет хороших и плохих, есть те, которые приземляют человека, и те, которые возвышают человека. Вот Мара — это материальное ощущение, да, Мара — это вот земля, это вот тот самый Люцифер, который прикован к земной тверди, к плоти человеческой, да. С санскрита это смерть, разрушение, в буддизме это демон-искуситель, соблазнявший
Будду Гаутаму видениями красивых женщин. То есть там было 3 дочери Мары, да, и они перед ним танцевали в обнаженном виде, да. Таким образом, Мара пытался соблазнить Будду, совратить с пути познания божественности всего сущего, да, и повергнуть вот в эти земные наслаждения, да. Это вот как в двоечке кубков, да, меня царицы соблазняли, я не поддался, не-не-не. Вот Будда, он не поддался. Вот, и вот та тройка танцующих дочерей Мары, мы их видели в предыдущей карте, да, поэтому четверка это символ отрешения от материальных эмоций, так скажем, от материальной радости и умения обрести определенную стабильность на движении к более высшим эмоциям. Вообще любовь и религиозность это ну вот как бы светлая положительная сторона всей масти кубков. А мы с вами помним, что Артур Эдвард Уэйт, он был глубоко религиозным человеком, вот, таким по-настоящему викторианских идей, да, и продвигал именно эти идеи. Не безуспешно. Вот. Короче, вот этот наш нехороший индийский Люцифер, Мара, это дьявол-искуситель, отвлекал людей от духовных практик путем придания привлекательности земной жизни. Да, вот смотрите, это как в этом самом, идем к нам на темную сторону, у нас есть печеньки, да, у нас много хорошего, да, идем к нам, у нас весело. Вот. И выдавал отрицательное за положительное. Поэтому, в общем, тут в четверке кубков мы с вами видим умение человека, скажем так, на пути к высокой духовности научиться повторять правильные ощущения, правильные эмоции. Это вот как мантры, да? Вот человек учится читать мантры в мечах. Это медитация, умение остановить либо пустить по закольцованному кругу свои мысли, да? То же самое можно делать с эмоциями. Это определенного, ну скажем так, своего рода умение привить себе правильные эмоции. По четверке кубков очень часто выпадает привычка. Четверка кубков это изолированность от внешнего мира и обращение внутрь себя, или в соответствии с рисунком на карте Уэйта отказ от шансов, предоставленных свыше. Скажем так, это скорее понимание того, что все эти процессы происходят внутри тебя. И ты должен найти что-то положительное в этих процессах. Карта очень похожа на ощущение отшельника, да, так как человек сам сидит под деревом, а мы с вами помним, что Гаутама наш Будда, да, он уходил в специальную рощу, где люди специальным образом сидят и специальным образом уединяются от мира, предаются своим собственным мыслям. Поэтому определенное отрешение и уединение, попытка ограничить себя в чем-то, она присутствует в каждой четверке. Вот. То есть умение остановиться и посмотреть на то, что лично ты ощущаешь, это вот та середина пути, к которой и стремится каждый человек в начале своей жизни. Да? Как-то понять, что вообще в этом мире происходит, вкусить радости жизни и остановиться на правильном лично для себя варианте. Да? Найти свою норму, свою дозу, да, которую превышать нельзя. Вот. Однако человек понимает, что повторение одного и того же, даже одних и тех же эмоций, оно постепенно начинает терять смысл, так как человек, испытывая одни и те же эмоции, он к ним привыкает. А мы тут с вами видим, отчетливо видим привычку. Ну вот эта карта очень похожа на то, что сидите вы в кабинете высокопоставленного чиновника, даже не в кабинете, это только середина пути, это в приемной еще, да? Секретарши перед вами вроде так приятные танцуют, да, и кофе вам приносят. Вы кофе любите, да, вы выпили уже 3 чашки кофе. Вам бы встретиться с этим чиновником, да, и решить свой вопрос, очень важный для вас, высший вопрос, да, но вам предлагают еще кофе. То есть вы вроде поняли, что диван тут удобный,
секретарши симпатичные, да, кофе хороший, вкусный, качественный, хорошо сваренный. И, ну, почему бы не выпить еще одну чашечку? Тем более, что вы уже знаете, что кофе тут хороший, так как вы уже 3 выпили, да. Вы еще раз. Ну, хорошо, ладно, давайте еще кофе выпьем. Но когда вам это уже надоело, приелось, вы понимаете, что как бы, да, кофе вкусный, но нам бы дальше двигаться. Определенная пауза на середине пути, умение найти, свериться с собой, правильно ли ты идешь, оно всегда полезно, оно всегда важно. Но вот эта пауза, она временная. Мы с вами помним, что по четверке жезлов, да, человек дает обещание, мужчина дает обещание своей жене, да, в том, что он построит дом. И вот это символ будущего дома, символ его постоянного желания, да. Вот важно не кормить человека обещаниями всю дорогу, а все-таки выполнять их, двигаться вперед. Деньги, накопленные деньги, это, конечно, хорошо и приятно их пересчитывать, да, раз, два, три, четыре, как хорошо, здорово, раз, два, три, четыре, я такой богатый, да. Но деньги нужно пускать в ход, деньги любят движение, да? Мысли, даже самая хорошая мысль, если ты ее крутишь в голове, крутишь и крутишь, ты начинаешь понимать, что всегда есть мороженое одному, невкусно ни мне, ни тебе, ни ему. И надо двигаться вперед, дальше. Даже самая хорошая мысль требует проверки на прочность. И если ты как бы свою мысль испытал на прочность и победил, можно идти дальше. Так вот, с эмоциями примерно та же песня. Ты понимаешь, что как бы эмоции, вся прелесть эмоций в том, что они растут, двигаются дальше. Вода это вроде бы как бы такая стихия пассивная, но если воду совсем оставить в покое и долго ее не трогать, она начинает цвести, она начинает портиться. Поэтому человек понимает, что долгое пребывание в одних и тех же эмоциях, да, чревато тем, что рано или поздно ты начинаешь видеть негатив. Тебя вот эта ситуация перестает устраивать. Ты понимаешь, что то, что не меняется, это плохо, нужно идти двигаться дальше. Пятерка кубков– это ощущение того, что ты познал все, что ты мог познать для себя лично на каком-то уровне. Ты присытился этими личными эмоциями. Тебе уже скучно, тебе уже не хочется ничего. Ты видишь минусы ситуации, ты начинаешь испытывать негатив, тебе надоело. У тебя возникает желание сменить свою ситуацию. Что такое? Будда, кстати, после того, как он познал высший смысл, да, и понял, что что-то я тут с аскетизмом с этим, что-то я перемчал, да, слишком долго я сидел под деревом, надо все-таки не в жиру кататься, да, и не сидеть голым боссом под деревом совсем, а нужна какая-то золотая середина, срединный путь. Да? Он первое, что он сделал, это пошел, окунулся в реку, очистился, да, вот этот символ крещения как бы тоже. Что такое река? Река это переход в другой мир, на другую сторону, перерождение. По пятерке человек понимает, что как бы если ты будешь просто сохранять свои эмоции в законсервированном виде, они протухнут, да? Что вообще живет человек, потому что он непосредственно ощущает, что происходит. Ощущает изменения этих эманаций, да, вибраций и прочего всего этого хитрого. Поэтому важно идти, двигаться вперед. Но мы с вами помним, что пятерка это ощущение полноты на каком-то половинчатом уровне, да, то есть стабильность у нас уже была, мы поняли, что как бы вот больше мы взять не можем в одну руку, надо идти дальше, надо включать следующую руку, что-то шестое искать, а шестое это уже не твоя рука, а другая рука, противоположная, это другие люди уже, да. По пятерке человек видит как плюсы, так и минусы своих ощущений, как плюсы, так и минусы ситуации. От минусов он, конечно, хочет уйти. Эта карта считается не очень хорошей, так как тут Уэйт нарисовал непосредственное осознавание ущербности ситуации, так как человек сфокусировался на отрицательных эмоциях. 3 кубка упали, разлились, разбились, да, это минус ситуации, это плохо. Человек не видит, что у него есть еще 2 кубка целых, наполненных, да, и что там все хорошо. Просто он их не видит, они сзади стоят. Он забывает о плюсах ситуации, фокусируется на минусах.
Вот, можно было бы здесь остаться, конечно, но движение — это жизнь. Человек идет вот через этот мостик, он пытается найти выход из этой ситуации, которая его не устраивает. Переход в шестерку, человек находит радость жизни, когда, ну, вот 5 это все, что ты можешь сделать для себя. Но всегда есть мороженое одному, невкусно ни мне, ни тебе, ни ему. Поэтому тут у нас включается непосредственное умение человека радовать других людей, дарить вот эту благодать другим людям. Если ты сам приобщился к благодати, если ты сам познал некие положительные эмоции, поделись ты этими эмоциями с другим человеком, и ему тоже будет хорошо, и тебе будет хорошо от того, что человеку стало хорошо. Почему по шестерке пентаклей богатый человек не стесняется делиться своими деньгами с нищими? Вроде бы казалось, пентакли такая стихия прагматичная. Разбрасываться деньгами глупо, да? Зачем же люди это делали? Кто-то из желания показать другим людям, что я такой крутой, да, я достиг большего, поэтому вот вам от желаний моих, да. А, Правильное понимание шестерки пентаклей — это человек пытается сделать других людей чуть более богатыми, чтобы самому общаться с более богатыми людьми, да, то есть вот таким образом не свой уровень жизни повышает, а повышает уровень жизни того общества, в котором он каждый день вращается, ходит. Если вам неприятен запах нищего бомжа, который сидит у вашего подъезда, дайте ему денежку, пусть ходит помоется, вам же будет лучше, бомж вонять перестанет. Вот это такая, простите за аналогии, да, но вот это пентакли. Это прагматика жизни. Это лучше я ему дам денег, да, мне же потом будет лучше по итогу. И всем будет лучше, и мне будет лучше. Как находить свои плюсы в помощи другим людям? Тут человек просто делает. Тут он просто берет и моет этого бомжа, да. То есть человек просто помогает другому человеку некими своими действиями, да. Шестерка кубков — это те эмоции, которые ты в себе вырастил, которыми ты готов делиться, как цветами. Зачем дарят цветы? Чтобы показать свою радость и разделить с другим человеком свою радость, да. То есть мужчина идет, хочет порадовать женщину, дарит ей букет цветов как символ своей душевной радости от общения с ней. Ну, ей тоже становится приятно, так как, ну, вроде как, ну, вот он таким образом выразил свою радость, поделился своими эмоциями с ней. Тут есть еще очень интересная символика, да, вот что за такой косой крест на вот этом вот всем деле. Тут есть очень много точек зрения на эту карту, так как Уэйт тут постарался с символикой, и считается, что это шут какой-то, да, и считается... На самом деле это не шут, если вы чуть-чуть знакомы со средними веками, то это, ну, головной убор, который был привычен в то время. Таким хвостом не шуты ходили, а все нормальные люди, да. То есть это где-то 13 век. Вот. А, ну, это дети. Это очень похоже на то, что Уэйт имел в виду тут именно детей. На умение делиться своей радостью с тем, кого ты давно знаешь, допустим, да. Либо просто положительные эмоции от общения со старым другом. Это братские либо дружеские связи, намек на братские и дружеские связи по шестерке. А, Почему? Тут можно заключить такой, ну, сделать такой вывод, так как, ну, во-первых, мальчик-девочка, почему бы им не быть братом и сестрой? Но прямого указания на это нет. Нет рядом мамы, либо папы, которых они оба держат за руки, и становится ясно, что это как бы дети одного родителя, да? Намек на то, что это брат с сестрой, вот в этом самом косом кресте. Дело в том, что в средневековье косой крест — это символика апостола Андрея. Андрей Первозванный. Слышали про такого? Дело в том, что история его приобщения к Христу, а он был первым учеником Христа, первого апостола,
которого призвал Иисус, звали Андрей. Он был брат апостола Петра и привел за собой потом Петра. То есть он ощутил благость от общения с Иисусом, пошел, рассказал брату и притащил еще брата, чтобы брат тоже разделил с ним радость общения с этим вот умным, хорошим человеком. Поэтому вот такая вот символика. В самом деле, святой Андрей Первозванный был распят впоследствии на косом кресте. На самом деле, на таком кресте достаточно часто кто был распят, но вот как бы это является символом именно Андрея Первозванного. И основная история о нем это вот о том, что он брата привел. Да? Вот. Поэтому тут можно сказать, что шестерка кубков это умение разделить с другим человеком свои эмоции. Того, что от тебя не убудет, у тебя еще вырастут. Подари ты девочке цветочки, сам нарви еще, да, ну что, тебе сложно, что ли, у тебя еще там вырастут. То есть умение делиться с другим человеком своей радостью не умаляет твою собственную радость, скорее приносит понимание того, что и тебе тоже будет радостней. Вот, от того, что другому человеку стало хорошо. На пятерке кубков что значит 3 кубка впереди фигуры и 2 позади? Ну, об этом я рассказал, да. 3 кубка это минусы ситуации, отрицательные эмоции. Вот упали у человека кубки, а разбились. Да? Есть у вас сервиз на 5 персон из китайского тонкого фарфора. Да? Вы очень любите, когда ваши друзья к вам приходят, и вы вот ставите эти чашечки, все радуются, ой, какой красивый сервиз. Этот сервиз дарит вам положительные эмоции. Но в какой-то момент он вас перестает радовать от того, что, ну, допустим, 3 чашки упали, разбились, да, и перестали вас радовать. Вы их, конечно, можете склеить, но воды в них горячей уже налить нельзя, да, потому что клееное уже такое. И смотришь ты на этот сервис, да, и понимаешь, что он приносит тебе негатив. Хотя из 2 кубков, из 2 чашечек можно пить. Пожалуйста, радуйся, но это уже не приносит такого удовольствия от того, что ты постоянно вспоминаешь о разбитых этих чашках. И думаешь, а вот если бы, а вот если бы. Это не то чтобы умение, это способность человека сосредоточиться на минусах ситуации, не замечая того, что у тебя сохранились плюсы какой-то ситуации, да, то есть, ну вот 2 чашки-то у тебя еще есть, ты радуйся, что 2 целые остались. Нет, вот он будет, а вот если бы они все 5 были бы целыми, да. Это ощущение того, что эта ситуация тебя не устраивает, что это минусы. Вот. А в прямом... прошу прощения. В прямом положении, в хорошем смысле, эта карта значит понимание того, что не все так хорошо и нужно бы двигаться дальше. Да? Что ты достиг определенного уровня эмоций, после которого ты перестаешь радоваться росту этих эмоций. Ты понимаешь, что не в количестве кайф, а в качестве, да, всегда есть мороженое одному. Мороженое, оно, конечно, хорошее, но скучновато одному есть его, да. А вот разделить с кем-то, с друзьями, с теми, с кем ты хорошо, давно знаком с самого детства, да, ну вот, брат-сестра, опять же, вот просто дружеские такие чувства, эмоции. Это умение видеть в каждом человеке брата, да. Кубки это вообще слияние всего в одно. Это ощущение того, что все люди братья, хотя некоторые сестры. Да? Вот. Вот такие дела пироги. Следующая карта из шестерки, то есть умение делиться своей радостью рано или поздно приводит человека к мыслям о том, что делиться радостью с другим человеком было бы хорошо так, чтобы человек ощущал именно вот правильную, нужную радость, да. Умение дать человеку именно то, что ты хотел бы ему дать, приводит тебя к попыткам лучше познать себя, лучше разобраться в своих собственных эмоциях. А что такое эмоция? Эмоция вообще, в принципе, это удовлетворенность, либо неудовлетворенность ситуации, да. Тебе либо нравится, либо не нравится.
Это как плюс и минус, да, это либо положительное ощущение, либо отрицательное ощущение. Ну, тут скорее эмоции. Но если по желаниям мы ощущали разные желания, да, желания разных других людей, то тут мы скорее переживаем некие чувства, которые приносят нам радость, либо приносят печаль в моменты, когда ты сосредотачиваешься вот на определенной тематике. Поэтому по семерке это много эмоций. Много эмоций тоже не очень хорошо, так как ты перестаешь фокусироваться на нужной правильной тебе эмоции. Цифра 7 это, как мы с вами помним, множество, многомудрое, да, хитроумные какие-то действия. Хитроумные это вот как скомбинировать много разных мыслей, чтобы все работало вместе, да. 7 раз отмерь, один отрежь. Это умение выждать, умение правильно сосчитать твой доход, умение понять, что много это хорошо, но нужно дождаться, чтобы было много, правильно? Нужно подождать, да? Много желаний, это кроме твоего желания есть и желание других людей. В любом случае, цифра 7 это ощущение множества, что кроме твоего чего-то есть еще что-то и другое. В кубках очень важно поймать свою эмоцию, так как эмоции вообще человеческим сознанием улавливаются очень сложно. Ты ее должен просто испытывать. А как только ты начинаешь смотреть на эту эмоцию, она тут же исчезает, где-то гаснет, уходит. Это как такое вот неуловимое что-то, да, ин- интуиционное. И ты понимаешь, что определенную радость тебе приносит не столько мысль, сколько ощущение движения в каком-то определенном направлении. Вообще вода это то, куда все приходит. Это определенный итог слияния чего-то в логичный результат, поэтому это еще и путь куда-то, да, в глубины себя, допустим. И ты должен понимать, что много эмоций это не всегда хорошо. Повышенная эмоциональность по семерке ведет к логичному пониманию того, что нужно отсеять, нужно сосредоточиться на правильной, грамотной эмоции. Что за символика, что это за символы? 100% будет вопрос по поводу того, что значит все вот эти символы, что-то стоит в кубках. Ну давайте, окей. А, Это не то чтобы желание, это стремление, это наслаждение, то есть положительная эмоция, радость, да, наслаждение красотой, да, женское лицо. Дальше здесь высокий замок, высокие башни, гора, козерог, это стремление к власти, к могуществу. Кто выше сидит, тот сильнее, да. Кто выше по карьерной лестнице, тот круче. У кого башня выше, тот круче, да. Тут золото, бриллианты, да, то есть стремление к богатству. Тут стремление к славе, само собой, с намеком на то, что слава, она переходящая, да, то есть тут такой вот еле улавливаемый черепок. Привет от Мэри Колман Смит. Слава, да. Вот этот дракон. Это не змей. Змей у нас повыше, да. Змей это символ знания, в первую очередь. Многомудрый змей, да. Опять же, те змеи на жезлах, на кадуцее, да, это символ знания. Дьявол это наслаждение глубинными внутренними своими желаниями, тайными, неосознанными, да, просто вот предавание своим порокам, страстям, так скажем. Вот. Ну и то, что Уэйд ставил прям в середину, да, а, то, что он считал самым важным, главным, и к которому, собственно, тянулись знания, вот знания-то они ведут, чуть ли не физически указывают вот на центральную фигуру, самую главную, что человек должен выбрать правильное. Стремление к познанию непознаваемого, тайного и таинственного, поэтому эта фигура закрыта, поэтому непонятно, что это намек, это умение не понять головой, не увидеть глазами, а умение просто прочувствовать вот сияние, блеск этого благолепия, да, этого, ну, в хорошем смысле, да, умение найти в себе правильную эмоцию, умение понять, что
не что-то как конкретное приносит тебе радость, а радость это просто внутреннее чувство самого человека, которое может излиться из тебя. Просто если ты ему позволяешь это делать, да? Слышали, что есть такая мысль о том, что счастье и радость вообще человека — это то его естественное ощущение, которое дается ему от рождения. Просто вот все эти проблемы, мысли, сведения, знания, да, они все закрывают человеку видение этого счастья, да. Одна проблема, вторая, ты об этом думаешь, об этом, об этом, об этом. Тут уже как бы света радости-то и не видно. Вот. Поэтому по семерке кубков это умение понять, к чему вообще надо стремиться, чего же тебе надо хотеть-то. Вот. А по Уэйту это стремление к непознаваемому, к высшему, к таинственному, ну, не столько к тайным знаниям. Знания это вот они, этот самый змей, да, это скорее вот то самое непознаваемое ощущение, к которому человек должен стремиться на пути становления себя как высокодуховного человека. Вот. А если просто приземленно, грубо, с чем это можно сравнить? Человек должен осознать, что ему нужно. А, то, что человек испытывает эмоциональность, это понятно. С эмоциями там все знакомы, да? Это как ощущение голода. Человек понимает, что ему хочется кушать. И он идет к холодильнику. Открывает он холодильник, там вот 7 тарелок. В одной шашлык, в другой борщ, в третий там йогурт, в четвертой там что, арбуз, там что-то еще такое. Человек, который не может определиться правильным своим желанием, он будет стоять перед этим изобилием и терзаться сомнениями, что же мне хочется. Мне хочется арбуз или шашлык, или вот может быть борщ себе налить, да, либо что-нибудь еще. Но когда человек идет к холодильнику, зная, что он хочет определенное ощущение, да, он берет именно то, что ему нужно. Если человек идет к холодильнику за борщом, то он не обращает внимания на то, что заслоняет ему этот самый борщ. Там, в стороночку убрал, кастрюльку достал, разогрел, навернул борщика и нормальный, счастливый человек, да, достиг просветления. Но что бывает в случае, если ты понимаешь, что вот все, чего ты постиг, да, вот не дает тебе чувство сытости, да? Кушал все, что было в холодильнике, и не наелся. Порылся среди этих эмоций и не нашел нужную тебе. Семерка это увеличение, да, это рост этих эмоций. Человек понимает, что бесконечно расти нельзя. Рано или поздно ты сталкиваешься с тем, что все, что у тебя есть, тебя не устраивает. Да, но вроде бы есть полнота эмоций. Да? 8 это две четверки, это ситуация, которая предельно стабильная. Да? То есть, ну вот ты понимаешь, что если оставить все так, как есть, оно не изменится точно. Если ты несчастлив, если у тебя эмоции отрицательные в этой ситуации, да, то человек начинает понимать, что дорогое мироздание дало ему все, что могло дать в этой ситуации. Если ты не можешь выстроить из этих эмоций правильную для себя картину мира, значит тебе нужно идти дальше, искать это где-то еще. Что за намек такой? С чего я взял вообще это, да? Что за бред? 8 кубков. Эта карта называется 8 кубков. Мы видим циферку 8. Мы видим, собственно, сколько этих кубков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 кубков. Все правильно, все сходится. Кубков столько, сколько должно быть. Тут комплект. Однако мы видим пустое место. И мы понимаем, что вот этот комплект, он правильный. Он такой, какой и должен быть. Все согласно распорядку. 8 кубков, получите, распишитесь, 8 кубков. Но я хотел что-то еще. Извините, как заказывали, столько и есть. Больше нету. Человек понимает, что он расставляет эти кубки так, что в любом случае образуется пустое место. В любом случае не хватает чего-то. И как ты не расставляя эти кубки, нужную тебе пирамидку ты не выстроишь. Это понимание того, что, знаете, вот есть это... Давно-давно, когда КВН был еще смешным,
Да? Есть такой товарищ Миша Галустян, и у него была шикарная сценка про Кая, Герду и Снежную Королеву. И вот там шикарная шутка, что, ну пойми ты, что невозможно из букв О, П, Ж и А сложить слово «вечность». Так вот, тут нехватка того, что нужно человеку. Человек в какой-то момент понимает, что нужно двигаться дальше от того, что истинного наслаждения, истинной благодати он не может найти в том, что у него есть даже во взаимодействии со всеми людьми, со всей той ситуацией, которую он пришел на всем своем пути. 8 мечей — это аккуратные, осторожные действия, которые проистекают из понимания того, что то, что ты делаешь, это одно, а вот то, что делают другие люди, это другое. Да? И ты все равно должен действовать аккуратно, осторожно, с учетом обстановки. По восьмерке Пентаклей ты понимаешь, что есть определенный рабочий ритм, который затягивает тебя, да, и тебе нравится это, и тебе можно там вот ощущать это долго-долго. Главное, чтобы нравилось, главное, чтобы кайф был, денежки-то они будут. 8 жезлов — это умение вовремя сменить одно желание другим. Это ощущение того, что двигаться надо, да. И вот эта восьмерка, как ощущение предельной стабильности, дает по эмоциям человеку понять, что если ты не нашел до сих пор того, что тебя терзало, если ты не нашел ответов на все свои вопросы, тебе нужно двигаться дальше, уходить из этой ситуации совсем. Тут речь не о той пятерке, что было раньше, да, что вот что-то человеку не нравится. Это не то чувство. Из пятерки человек уходит от того, что его что-то не устраивает. Из восьмерки человек уходит после того, как он понимает, что все, что можно было найти в этой ситуации, он нашел. Оно вроде хорошее, но ответа не дает. Нет того самого важного, самого главного, самого правильного. Это постоянное движение эмоций, да? Девятка. Ощущение того, что вот, оказывается, все, что ты находишь на своем пути, это максимум этих эмоций. Да? Это вот есть эти эмоции, ты из каждого кубка пьешь, тебе нравится и это, и это, и это, и это. Но в какой-то момент ты понимаешь, что я не хочу больше искать. Да, я не хочу больше уходить из той ситуации, которая меня не устраивает, да, в которой я не могу найти ответов на все вопросы, так как кубки — это определенное состояние. Это не ответ на вопросы ищущего человека, это просто ощущение. Это состояние внутреннее. Это благодать, которая на тебя изливается откуда-то, а не из тебя. Поэтому рано или поздно человек решает остановиться и перестать испытывать вот эти еще эмоции, еще он перестает искать. Да? Что у нас за поза? Человек сидит, он отказывается, он не хочет больше пить. Да? Там вроде бы есть эти 9 кубков, да. Очень часто эта карта трактуется как удовлетворение человеком ситуации. Мне хорошо и одному, да. Нет, он просто не хочет уже больше. Ему достаточно этих эмоций. Человек останавливается. В девятке мы видим в предыдущих картах, да, человек перестает рассуждать здраво, да, и он может по негативу впасть в панику, да, а по сути, по хорошему значению, человек перестает плодить сущности лишние, да, зачем рассуждать много, если можно просто действовать, да, просто решить проблему. По девятке пентаклей человек понимает, что он и так богатый, он и так эта работа никуда не денется. Важно уметь отдыхать, важно уметь останавливать свою работу. Да? По девятке жезлов человек понимает, что важно все-таки в конце концов остановиться и перестать наращивать вот это вот желание от того, что желание растет. Вы сами знаете, огонь, он стремится к росту всегда. Девятка — это ощущение того, что конец близок, и хватит активничать. Нужно успокоиться и просто наслаждаться той ситуацией, которая есть у тебя. Нужно перестать искать и находить радость в той ситуации, которая есть у тебя и так. Истинно счастливый человек — это не ищущий счастье,
а умеющий находить счастье в той ситуации, в которой он находится сейчас, умеющий видеть плюсы, только плюсы, умеющий понимать, что все, что не делается, все к лучшему. И нечего там у себя внутри душу бередить в лишних поисках. Нужно просто-напросто радоваться жизни так, как она тебе это позволяет. Отсюда мы приходим к ощущению полноты этих эмоций, полноты этих ощущений, к радости, которую человек может просто-напросто обрести в обычной нормальной жизни. Человек перестает метаться, человек перестает искать. Можно сказать, что это своего рода ощущение полноты жизни. Что мы с вами видим на картинке? Мы с вами видим мужчина, женщина, детишки там танцуют, да, домик вдалеке, радуга, это вот, да, вот радуга в первую очередь, радуга как символ радости жизни. 100 лет назад символике придавалось большее значение, чем сейчас, и Мари Колман Смит, когда рисовала эту колоду вместе, ну, под руководством Уэйта, само собой, девушка, она была образованная, знала то, что и как рисовал в то время. И вот эта вот картинка очень напомнила мне одну из известных картин Рубенса, да? Пейзаж с радугой, там, где вот тоже очень-очень похожий такой домик деревенский, да, ну как деревенский, там мельница, что-то такое. Такая очень пасторальная картинка, радуга как символ радости, люди радуются жизни. В общем, такая пастораль, да, идиллия и пастораль. В средние века, ну, и в эпоху Возрождения такие картины были довольно популярны, так как давали понять человеку, что истинная радость жизни — это не в вечных поисках чего-то там высокого и божественного, да, оставьте это монахам, да, пусть ищут Бога внутри себя в отрешении от мира. Истинное счастье можно найти в обычной человеческой жизни. Вот. И вот эта идея была очень широко распространена, и ей придавалось очень весомое значение в то время. Собственно, у этого мы и видим развитие этой идеи, да. А, а, Если брать христианскую мифологию, да, то радуга появилась в момент, когда Ной то ли совершал жертвоприношение первое на свежей земле, да, вот только-только воды сошли после большого потопа, только Ной понял, что вот, собственно, новая жизнь, да, вот теперь можно начать с нуля, вот теперь мы вошли в новую жизнь без греховности, а от того, что ее всю смыло потопом, да, теперь можно и принести первые жертвы, начать новую жизнь. Вот это ощущение радости, счастья четко связано было у людей средневековья с ощущением радуги. От того, что радуга — это символика перехода в другой мир. Это как бы лестница в небо, да? Это связь материальной жизни с духовной радостью. Вот. Для нас это может быть не очень очевидный такой символ, от того, что в последнее время все меньше и меньше вот этих духовных поисков среди людей. Люди больше значения придают знаниям, поиску знаний, поиску ответов на практичные и материальные вопросы, да, сколько лет лететь до ближайшей звезды, как зародилась Вселенная и прочее, прочее. То есть человек не ищет просто спокойствия и радости в повседневной своей жизни, в понимании того, что, скажем так, благочестивая жизнь, она уже как бы пропуск в рай. Да? То есть, что если ты просто себя ведешь как ребенок светло и радостно, да, то, в принципе, ты будешь радоваться жизни. Вот. То есть, в принципе, радуга — это символика перехода в другую, в безгрешную жизнь, в последующую. Тут мы с вами видим, что Уэйт достаточно четко все это передал. Радуга, вот у нас все есть. У нас есть все, что надо. Да?
Умение человека радоваться не просто ситуации, а понимание того, что у него и так есть все, что нужно для радости в его обычной нормальной жизни. Самое главное, умение найти эту самую радость. Вот такие дела пироги, собственно. Вот так у нас заканчиваются кубки. По крайней мере, так у нас заканчиваются карты номерные. Да? Дальше у нас идет ощущение того, что... Ну, смотрите, по всем стихиям, по всем 4 стихиям мы с вами видим, что есть финал некоего ощущения приближения к какой-то границе, за которой, ну, ситуацию дальше двигать нет смысла. Тут ты понял весь максимум своих желаний, да, тут ты понимаешь, что желать большего нет смысла, так как, ну, выше головы не прыгнешь. Вот есть у тебя что-то хочется, делай то, что тебе хочется. Зачем брать на себя, взваливать чужие желания, счастья в этом нет. Есть у тебя столько денег, сколько тебе нужно, чтобы на старость хватило, да, на безбедное, спокойное существование. Можно найти гармонию в этом, да. Мы с вами видим древо сферот, каббалистическую символику, которая явно четко говорит о том, что как бы человек познал этот мир и понял истинную суть, ну, пусть будет денег, да, материальной жизни. По десятке мечей человек понял, зачем нужна сила в этом мире, зачем нужен разум в этом мире, для того, чтобы справляться с врагами, с проблемами, со сложностями, для того, чтобы находить ответы на вопросы, которые дадут тебе возможность победить те проблемы, которые мешают тебе жить. Причем победить их окончательно, чтобы не пришлось больше думать на эту тему. Вот. Добить врага совсем, да. Вот то, чего не сделали древние римляне, да, римляне, которые пытались убить святого, кого там, кто там у нас был святой, которого, святой Себастьян, да, вот его не добили до конца, он вернулся и им все это вспомнил, да, его, конечно, потом все равно убили, но тем не менее, вот как символ незаконченного дела, стремиться нужно к тому, чтобы дела заканчивать, да. Определенное ощущение есть. Ну и по кубкам, да, мы видим предел мечтаний, скажем так. Человек понимает, что если ты понимаешь, чего ты хочешь на самом деле, ты можешь найти радость в самом процессе жизненном. И если ты хочешь семейного счастья, то оно у тебя может получиться в процессе создания этой семьи, да. Радость от, допустим, обладания семьей, да, она не состоит в том, что вот у тебя есть дети, у тебя есть муж, у тебя есть дом, и все хорошо. Нет, это вот сам процесс обретения всего этого и есть радость жизни, да. Вот. Весь кайф существования не в том, что ты по итогу придешь к чему-то, а в том, что ты идешь в каком-то в направлении, в правильном. И нужно уметь находить радость именно в самом процессе. Вот когда человек начинает понимать тщетность своих поисков этого вот непознаваемого, он обретает спокойствие. Тут одно из двух. Либо ты миряешься с этим и радуешься простой, обычной жизни, да, либо ты понимаешь, что нет, я хочу все-таки идти дальше, да, что мне мало той нормальной жизни, которую мне приготовило мироздание, да, к примеру, мне хочется познать его еще глубже, тут возникает ощущение того, что надо все-таки как-то воздействовать на ситуацию. А вот степень воздействия человека на ситуацию, это вот 4 разные степени воздействия человека. Паж, рыцарь, королева и король. Об этом мы поговорим с вами на следующей лекции. Я надеюсь, что она будет в понедельник. Почему 10 жезлов и 10 мечей, как мужские масти, заканчивают свой путь негативно, а 10 пентаклей и 10 кубков, как женские масти, завершаются позитивно? Потому что Уэйт так нарисовал. Вопросы, а почему именно так, нужно в какие-то моменты
адресовать Артуру Эдварду Уэйту, потому как он достаточно, ну, скажем так, уверенно все это сделал. С определенной символикой я согласен, просто потому как на то время это было правильно. Для того общества это было правильно. Это было поствикторианское общество, джентльменское такое высшее общество, английское, да, там люди джентльмены, для них грубость действия была чем-то таким не очень хорошим, да, поэтому активные стихии для них были такими, ну, как бы не то чтобы считались, что нехорошими, но требовали особого внимания, да, особой аккуратности, особой осторожности. Вот. С другой стороны, я не вижу тут негатива в окончании. 10 жезлов — это понимание того, что сколько тебе нужно, столько ты взял и понес. Ощущение того, что тебе чего-то не хватает, это в других картах, да, вот в четверке, допустим, да, это ощущение того, что ты испытываешь некое желание, испытываешь его на постоянной основе, но хорошо бы двигаться вперед, так как долго на этом не просидишь. Вот тут, да, есть ощущение того, что карта нелогична, не закончена, и нужно было бы двигаться дальше как-то. В каждой карте есть ощущение того, что ты можешь двигаться дальше, если ты рассматриваешь ее более пристально. Но вообще, если брать любую карту, мы начинаем понимать, что вообще каждая карта имеет как негативное, так и позитивное значение. Потому что негатив и позитив — это две стороны одной монеты. Человек просто-напросто оценивает то, что он видит на картинке. Как в том анекдоте, да, дядя Федор пишет письмо маме и папе. Мама и папа, это ваш сын дядя Федор. Я уехал в монастырь Шаолинь, да, и обрел просветление, познал сущность бытия, поэтому дела у меня никак. Да, то есть, ну, у меня дела, просто у меня дела. Это не хорошо и не плохо. У меня вот есть ситуация. У меня выпало 10 жезлов. Это не хорошо и не плохо. Это понимание того, что человек в какой-то момент достиг предела своих желаний. Может, он к этому и стремился. Может, он наконец понял, что вот все время хотеть, что-то желать — это не спокойствие, да? А может быть, наоборот, он понял, что вот этот уровень желаний для меня самый кайф, да? Это вот тот самый максимум, на который я могу гореть, без опасности перегореть, да? Вот лампочка светится на максимум своих ватт. Если у вас 100-ваттная лампочка на 220 вольт, вы ее включили в сеть на 220 вольт, она вам выдает 100 ватт. Она светится на максимум. Если она будет светиться больше, то есть опасность перегреться, лопнуть, потерять контроль над ситуацией. Да? Если она будет светиться меньше, будет ощущение того, что что-то нам, ну, тиграм в зоопарке опять мясо не додали. Да? Опять что-то не то, вот не полнота ощущений. 10 — это полнота желаний. Столько, сколько нужно. Кому хорошо, кому плохо. Кто хочет дальше идти, тому маловато. А кто стремился к этому, тому хорошо. Вот. Человек оценивает, хорошо эта карта ему или плохо. Я и ничего плохого в десятке жезлов не вижу. В десятке мечей я, кстати, тоже ничего плохого, как ничего хорошего и не вижу, если я просто смотрю на карту. Я смотрю на карту, я вижу окончательно решенную проблему. Кем она решенная? Хороший этот был человек, плохой это был человек. Может, это злодей-преступник Гитлер, которого добили в конце концов так, чтобы он больше не встал и не нанес вреда другим людям. Да? Но это окончательно решенная проблема. Может быть, это хороший человек, которого злодеи убили, зарезали. Да? Этого я не знаю, пока я не начинаю рассматривать ситуацию. Вот. Поэтому для меня это просто окончательное решение ситуации. Вот. Просто дело в том, что финал какого-то движения для активной стихии — это всегда такой оттенок негатива, да, потому что смысл активной стихии в движении, в жизни. Смысл пассивной стихии в покое. Вот десятка — это обретение покоя. Для пассивной стихии это как бы хорошо. Для активной стихии это ощущение того, что как, и все.
Последняя серия сериала, вроде бы нам стало понятно, чем все кончилось, все логично, все правильно, как бы злодеи наказаны, хорошие люди поощрены, награждены, все женились, полцарства в приданое получили, все хорошо, но как так-то кончилось, все, о чем мы дальше смотреть-то будем? Надо какой-то следующий сериал брать, да, либо заново пересматривать, что есть. Вот такие дела пироги. Но почему же на женских мастях изображены карты семьи, а на мужских герои-одиночки? Потому что мужчина, он действует. Для него важна сосредоточенность его действий. Мужчина это активное начало. Женщина это пассивное, воспринимающее начало. Ей даешь, она берет. Да? Мужчина должен делать. Поэтому мужчина это активное действование одиночки, да? Потому что по итогу важно то, что ты сделал. Да? По-мужски, грубо говоря. А по-женски это умение найти из множества вариаций то, которое можно приспособить под ситуацию. Ну, как вам еще это объяснить? Семья это то, к чему стремится женщина, вот по умолчанию, да, по традиции, так скажем. А мужчина, он всегда движется к свободе, как к ощущению того, что он может делать все, что хочет. Потому что смысл мужчины в действии, смысл женщины в слиянии всего в одно. Да? Поэтому, может быть так, пожалуйста. Чем не объяснение? Вот. Не надо делать выводов из того, что, ага, раз мужчина один, значит это плохо, да? Нет, нет. Это просто-напросто значит, что, ну, это активная стихия, да, ну, вот такие дела, пироги. По крайней мере, в таком взгляде есть логика, в таком взгляде есть определенная общность всех стихий по каждой цифре. По четверке это промежуточная временная стабильность, по восьмерке это окончательная полнота ощущения того, что есть, да. По девятке это предвосхищение конечного итога, и по десятке это итог ситуации, да, логичное завершение всей этой эпопеи. Вот, каждый под своей стихией, но тем не менее так оно и есть. Вот такие дела пироги. Так что можно сказать, что с моей точки зрения здесь все логично. В чем-то я свой там не до конца согласен, но тем не менее это, скажем так, лучшее из того, что на то время было предложено, да и на наше время, как бы он старался брать такую, ну, такую символику, по крайней мере, на то время более или менее понятную, да, от того, что все-таки средние века это чуть ближе к поствикторианской Англии, да, нам, может быть, некоторая символика непонятна, но если ее прояснить, да, к примеру, вот та же самая соколиная охота. Соколиная охота для нас вообще, в принципе, сейчас вся охота это времяпрепровождение такое, да, развлекалово спорт, да. А в средние века охота для людей была средством пропитания. Вот. И тут важно помнить, что соколиная охота была вот как раз элементом развлечения. И тут речь идет именно об отдыхе, а не просто об охоте. Вот тут вот, в общем, есть эти детали, нюансы, тонкости, которые вот сплетаясь вместе дают очень четкую, ясную и предельно красивую картину. Как-то так. Ну что, на следующей лекции мы с вами разберем все 16 карт придворных, да, пажи, рыцари, королевы, короли. Там, в принципе, просто. Я даже думаю, мы в час уложимся. Просто потому, что все стихии нами уже разобраны, нами уже прощупаны, осознаны и восприняты, я так надеюсь, да? Вот. И с придворными картами все пойдет легче. Хотя считается, что придворные карты это самое сложное. Только потому, что придворные карты, они просто указывают на человека. Ну вот просто человека, просто паш, да? Ну паш и паш, и что? Что он делает? А он стоит просто. Сложно, непонятно. А вот тут рыцарь.
Ну, а какая разница, рыцарь и паш, и там меч, и там меч. Ну, этот скачет, этот стоит. Ну, может быть, просто разве что непонятно. А тут вот, ага, женщина с мечом. Ну, хорошо, уже женщина, уже можно сказать, что как бы какой-то женский мотив, да, какой-то женский персонаж. Ну, так и тут женщина. А какая разница? Ну, одна держит нож, вторая, ну, непонятно, сложно. На самом деле, если знать, о чем речь идет, то как бы все очень ясно и понятно место каждой фигуры в движении. Вот это и будем разбирать. Ну, вот как-то так. Хорошо, давайте на сегодня будем заканчивать. Два часа как 5 минут пролетело. Вот, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, все нормально записалось, чтобы можно было все это выложить на YouTube уже после лекции. Такие дела впереди. Ну что, спасибо всем за внимание, спасибо за вопросы. Надеюсь, я вам помог чуть-чуть разобраться в этом всем, что и как. Если что, звоните, пишите. Все контакты есть в описании к видео. Если что-то будет, я на ваши вопросы могу ответить. Очень интересно. Желаю вам удачи. Всем пока.